Всем привет, меня зовут Петр, ник в игре Look at Me, я капитан команды Snow. По просьбам подписчиков делаю гайд на Глейва. Подписывайтесь на официальную группу, там есть голосование, на какого героя делать следующие гайды. Глейв — это герой, который способен наносить огромный урон, при этом каждый его критический удар бьет по площади перед ним. Глейв вполне играбелен и в лесу, и на линии. Расфармленный Глейв способен наносить очень много урона. Кроме того, его очень сложно убить на линии из-за его способности мгновенно изменить позицию. Самое главное при игре за Глейва – правильно использовать первую способность форсаж. Использовать ее нужно в трех случаях. Первое – чтобы гарантированно переместить врага в невыгодную позицию. Второе – чтобы нанести урон. Третье – чтобы переместиться самому из невыгодной позиции. Старайтесь не использовать форсаж, если знаете, что противник может без труда уйти от нее. Например, Вокс может использовать прыжок или Петаль может использовать катапульту. Конечно, противник может использовать предмет, отражающий блок, поэтому использовать форсаж нужно как можно более неожиданно для него. Вся игра за Глейва строится вокруг правильного использования этой способности, поэтому как только вы освоите ее, вы освоите Глейва как героя. Форсаж необходимо качать как можно быстрее, так как на 5 уровне этой способности у нее существенно уменьшается восстановление до 12 секунд, и вы можете использовать ее 2 раза в одном сражении. Остальные способности также помогают наносить дополнительный урон. Вторая способность, которая называется крученый удар, дает один дополнительный удар в сражении, который наносится по площади. Я предпочитаю до 12 уровня качать ее в последнюю очередь, а на 12 вкачивать ее, а не ульту, на максимальный уровень. У крученого удара увеличится урон и уменьшится восстановление, что полезнее в поздней стадии игры. Третья способность, ульта, называется Песнь крови. Она наносит большой урон в ранней стадии игры по площади вокруг Глейва. Эта площадь большая, приблизительно равна радиусу атаки Ринга или Вокса, при этом она бьет всех врагов вокруг. Урон зависит от количества стаков. Их количество вы можете смотреть в левом нижнем углу. Всего стаков может быть 20. Стаки набиваются простыми автоатаками крипов или врагов. 20 автоатак равно 20 стаков. Использование ульты без стаков не причинит много урона, поэтому всегда держите стаки заряженными перед использованием Песни крови. Кроме того, пока у Глейва держатся стаки ульты, он получает вампиризм. С учетом того, что Глейв имеет базовое здоровье одной из самых больших в игре, вампиризм также помогает выживать. Глейв является одним из самых универсальных героев в игре с точки зрения закупа предметов. Практически любой предмет в игре может ему подойти, если использовать его правильно, а также учитывать пик и закупы противника. Сегодня расскажу про закуп оружейного Глейва. У оружейного Глейва на линии основным базовым предметом является клинок скорби. Некоторые берут арбалет, но в обновлении 1.14 этот итем будет не настолько полезен, поскольку переломный момент, если вы захотите его купить в дальнейшем, будет стакаться долго. После клинка скорби необходимо оценить противников и постараться предположить, какой продолжительности будут сражения. Если у врагов есть толстые герои, например, другой Глейв, или Крул, или Ворон, то я беру переломный момент. Это итем, который позволяет наносить огромное количество урона, если сражения выходят продолжительные. После переломного момента можно собрать монокль тирана для дополнительного критического урона, либо если противники из просто жирных становятся очень жирными и покупают большое количество металлических жакетов от вас, можно собрать пилу мясника. Во втором случае, когда противники не планируют покупать много защиты, после клинка скорби я беру монокль тирана и ураганный курок. Оба эти предмета дают увеличенный шанс выпадения и урон с критических ударов, а ураганный курок дает еще и большую прибавку к скорости атаки. С таким закупом Глейв моментально уничтожает противников, которые забыли купить защитные предметы. Не забывайте про защиту и сами. Если по вам основной урон наносят оружейными атаками, покупайте металлический жакет либо наплечник Атланта. Если основной урон идет от кристальных способностей врагов, берите эгиду либо фонтан обновления. Ближе к поздней стадии игры можно взять и 2 итема на защиту, не пренебрегайте ей. Ботинки 2 уровня также очень полезны для Глейва. Всем спасибо за просмотр. Кстати, совсем недавно я играл Глейвом на нашем официальном стрим-канале вместе с Башем и Сосиской, с комментариями HF Guy против другой профессиональной команды G2. Было непросто, но мы победили. Хотите посмотреть, как это было? Ссылка в описании. Всем пока!